Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить полицию. Ну что у нас тут в мэрии украли унитазы? Нифига, вот это поворот судьбы здесь на самом деле. В Оренбурге приготовлен самый большой в мире лазанью. А животным в зоопарке не хватает еды. Вот это вообще такие повороты прям самое главное. Ну чё, воскресенье, август 11. Ехать на работу. У нас здесь, я не помню, что-то должны начать вызвать. И пресс какая-то. Вот она. Мистер Бой, как вы относитесь к движению за право темнокожим? Вот один тут сидит. Поддерживаю абсурдно, это вас не касается. Поддерживаю. Осуждаю. Поддерживаю. Все люди рождаются равны, и темнокожие не исключение. Ну это я согласен на самом деле. Почему вы поставили своих офицеров на мирный митинг темнокожих? Почему вы послали своих офицеров на мирный митинг чернокожих? Это моя работа. Поступил жалобы на шум. Нельзя протестовать рядом с мэрией. Шумный протест фактически парализовал работу мэрии. Как вы считаете, участники мирного митинга представили угрозы для окружающих? Однозначно да, однозначно нет, сложно сказать. В таком большой толпе достаточно одной паршивой овцы, чтобы все пошло наперекосяк. В последнее время в Рубе сотрясающий масштабный протест. Начал феминисткой, провели марш в парке. Теперь темнокожие собрались возле мэрии. Как вы думаете, в чем связан такой подъем гражданской активности борьбы? Смена поколения? Провокационные журналисты? Мне нечего сказать. Нечего сказать. Ну, так и сказали. Мистер Бон, у вас есть друзья среди темнокожих? Да. Да, у меня многие темнокожие друзья. Один из них работает в федеральном агентстве. Нифига себе. Мистер Бойд, вы давали приказ подавить процесс силы? Шкафчик, который принадлежит одному из наших офицеров, мы обнаружили книгу издания дневник, который сотрудники фантазировал о возвращении негрегации и медленному уничтожению негрионной расы. Именно этот офицер подстрекал коллег, расправив над темнокожими. Нифига себе, вот это 21 тысячу мы потратили вот эту фигню. Ну теперь 29 понедельник, день тяжелый, авария на водохранилище, вода может закончиться через 2 дня. Вот это поворот. Эта осень в Оренбурге ожидается крупнейшей ливней в истории. Пьяный студент получил травму после падения с 5-го этажа. То как он живых еще остался, мне интересно просто. Сын попал в автокатастрофу, сейчас на врач. Да, иди. Личек меня нету. Начать рабочий день. You know when a police chief really feels his power? When he hires and fires people? When he throws folks in jail? When he's bossing everyone around all morning? No, there's no power there. Just bureaucratic red tape. Like directing traffic. Not that it's all bad. No, I feel it the most when people come to me with accusations. Accusations happen outside the law. They don't need to be rational or supported by evidence. They don't petition justice in the careful words of legal formality. No, an accusation is a personal cry, full of resentment or envy, a defeated moan, or an angry howl. The accuser rarely imagines you'll share their resentment, their envy, their hatred. No, but they do imagine that your love of power is so strong that you'll leap to decide the fates of others, happy just to take someone's word for the facts. Businessmen accuse the gangsters blame our public figures denounce politicians,
The politicians point to the businessmen. When it comes to accusation, there's only one rule. Don't aim too high. If you overestimate your own importance, then complaining can cost you your life. So choose the easier path. Exaggerate as far as you can, and try to make your plea sound as sad and pathetic as possible. The accusation I received today sure didn't fit the normal mold. After killing Vikas Varga and routing his supporters, Sand further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against Sand would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide. But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Pazzi. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle, and Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker John Pazzi. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Pazzi ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine, and had his way with the poor girl. After that, gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his revenge. Of course, Henry knew he couldn't just go with his instincts and put a bullet in Pazzi in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck deep in the family business, overseeing transportations for the Sand Mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole Sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars, and a tar black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Pazzi as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Pazzi is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, "My dear little old cupcake," I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed, but this one ended Robespierre, and I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city, hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierre was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into. Вот и музыку теперь выбираем, да? Да, это биткоин опять. Нет, давайте вот это вот. Самый первый, который у нас стоит. О, что это такое? Такое убийство. Давай, приступай. Что у нас здесь есть? Что мы можем? Персонал. Так, тут так. Тут так. Куда добавить-то, ё-моё, интересно. Ну, в смену Б, думаю, лучше. Так, смену Б. Нанять. А чё, один день остался? Понятно. Так. О, а мы ее что ли поставили? Очуметь просто. Самые лучшие работники. Да-да, едем. А я что-то там не прочитал внимательно. Ну ладно, фиг с ним. Новый найдем, короче. В здание банка ворвались строя вооруженных грабителей в масках и потребовали открыть сейф. Става, Вандал, Хантер, Бэкман.
Кеннеди. Ну, спецназ, езжайте сюда, разберитесь. Вот что у нас и получилось, да, офицеров? И она еще работает. Не, у нас Коди самая крутая здесь будет. Ё-моё. Ну чё, расследуй. Что я могу сказать тебе? Делаю с этим делом. Вот еще один вызов. Так. Из профсоюза позвонил до смерти перепуганная девушка. К ним в здание вломился пьяный работник завода, который вчера вышел из профсоюза, а теперь требует вернуть деньги, удержанные из его зарплаты за последние 6 лет. Мужчина кричит, бьет стекло и угрожает. Аякси и Гарднер. Езжай сюда. Провалено одно провалено. Оно даже правда 26, нифига 29 дней у меня работает. Так. Банк расположен в центре города, вокруг многие машины и мирных людей. Затянуть удобные огневые позиции центра входа, заблокировав выходы из банка служебной машины, пытаться подкрасться окно банка и заглянуть внутрь. Женские крики раздаются из банка. Продолжить, пока грабители выйдут из банка, штурмовать здание, объявить преступники через громкость, что они окружены. Нифига мы даем. Вот это мы сделали все дело. Молодцы. Хорошо сработали. Так, нужно подкрепление. Робинс и Грант. Езжать сюда. Что там за пьяный мужик? А тут я не могу пока помочь. Сейчас приедут. Оба. Приехали. Поступил сигнал тревоги в ювелирный магазин. Туда ворвались 6 вооруженных мужчин в масках. Потребовали сложить наличные драгоценности в большой мусорный мешок. Станов, Вандал, Хантер, Бэкман, Кеннеди и Автовзак. Туда все прям. Что-то какой-то день ты с ума сойдешь какой-то. Да ё-моё, и сюда не могу никого. Пока. Вот, 4 есть. Так, что у нас здесь? Во время постановки моя сладкая Джульетта зомби в актеров прилетел куриное яйцо, брошенный кем-то из зала. С криками «Позор! Некрофилия! Хотим издеваться над классикой!» Как сообщил пожилой сторож театра, и яйцами бросают 10 молодых девушек в белых одеждах. Грант и Робинс. Езжайте вдвоем, я думаю, вдвоем-то справитесь с девушками. 10, ё-моё, многовато что-то, вообще ужас. На самом деле. Подкрепление. Так, Гранднер и Аякси. Езжать сюда. Что-то вообще жестоковато все. Лесопилка еще что-то вызывает. У меня работников столько не хватает, ё-моё. Нападение, преступники, помню, на официальный вредим, молодцы. Вот вы, кажется, и поедете сюда. Это мне не надо. Прием мэра недостаточно хорошо охраняется. Мэр срочно просит прислать вам. Да я не могу никого прислать, вот что фигово, блин, мэрия позвала, блин. Нет никого у меня на работе. Не хватает работников, дайте мне работников будут. Просто офисные невредимы, гражданские невредимы, молодцы. Все, сегодня спецназ закончил работать. Да, сейчас отправим. Поступил звонок от дедушки, который вместе с друзьями отправились сделать барбекю на природе у лесопилки. Когда мясо было уже почти готово, откуда-то появился пьяный студент и заявил, что это их место. Развязалась драка. Грант и Робинс, езжай сюда вдвоем. У меня больше никого. Пока ты дождешься, меня уже... Они там уже будут. Никого не будет уже, можно таскать. Вот я и говорю, Мэри, нужно больше работников.
трое вооруженных грабителей умудрились обобрать театральских зрителей, так что те не осознали свое серьезное происшествие лишь после того, как преступники убежали. До последней минуты всем оказалось, что это часть представления. Гардеробщик заметил, что грабитель сели желтый школьный автобус. Нифига себе, вставал, вандал, Кеннеди, автовзак, Аякс, езжай туда. Троем вы здесь останетесь. Жалко, нельзя подкрепление отправить туда. Я бы сейчас отправил бы. Было бы замечательно вообще бы. Так, драка. Молодцы, даже вдвоем справились. Вместо пятерок, что ли, четырех было, не помню. Так, что тут у нас? Понятно, ждем побольше народа. Еще два сейчас приедут. И будут раз, два, три, четыре, пять человек. Так. Отыскать нужный автобус. Поздним вечером оказалось несложно. Преступник бросил его лесопилки километр от дешевого загородного места. Направить к мотелю, направить в лес, пускать автобус. Позвонили администрации отеля, трое мужчин прогнозили ему оружие, когда тот сказал, что слова номеров больше нет, пришлось сидеть их в чужую комнату, пока не вернется постоялец. Поступили открыть милиции, показать всем гражданам, что вы не высоким, если высоким, и начать штурм, прикинуть настоящим постояльцем, уходить. Ну что это, блин, гражданский уже будет невредимый, вот что хорошо. Так. Опа, приехали двое. Давайте. Очередное сообщение. Какой-то мужчина подъехал на заправку, вышел из машины, расстрелял парня за прилавка из автомата. А теперь он стоит и спокойненько заливает бизнес в свою колымагу. Псих. Хантер, Робинс, Бекман, Грантнер. Езжайте сюда. Это вообще какой-то дурдом. День какой-то. День, не говорю. Блин, день тяжелый, блин. Какие-то психи они. Уже два ограбления, можно сказать, уже произошло. Так, закрыть пока там расследованная фигня. Ничего интересного нет. Что-то не вижу моста к этому. Вот отчет. Преступник пойман, офицер невредимый. О, отвезти их в полицейский участок. Ну все, заканчиваем рабочий день. Нормально закончили. Завершить рабочий день. О, это что такое у нас здесь? Вига, вот такая колымага у тебя? Что-то убито, что ли? Не пойму. Jack, you always come back so late. What's wrong? Bad news? Good news, Jack. Laura is ready. Ready how? She's coming back? When? Not that fast, Jack. Laura's ready to talk. But if she's ready to talk, she's getting ready to come back. You just need to find the right words. You can find the right words, right, Jack? I'm not an idiot. I didn't ask for this, Jack. It's the middle of the night, and I'm alone on an old farm, 40 minutes away from anywhere, sat on a creaky porch, and now I'm getting snapped at. I came here so you could personally promise me that you'll be able to find the right words. So let's try again. You can find the right words, right, Jack? I can find the right words, Mrs. Markham. That's good to hear. Tomorrow night at 3 o'clock at the Octopus Restaurant. You know it? Yeah, but it's closed at night. Oh, I've arranged for them to be open. Don't be late. But don't come too early either. Mrs. Markham? Yeah? I should probably offer you some tea or something before you go. Do you have any tea? No. Good night, Jack. Так, чемпоинт во вторник. Так, первые полугодие в Свербурге умерло более людей, чем родилось. Штрафован за нарушение санитарной нормы.
Рыжий кот спас девушку от насильника. Нифига, вот это рыжий кот, это чё, Человек-паук типа того? Ну, как всегда, начинаем ехать на работу. Так, моя собака сегодня день рождения. Да иди, ё-моё, бань тебе. О, Вичка есть. Я хочу Чубака здесь назначить. Начать рабочий день. Так, вторая музыка, которую мы приобретаем. Так будем по очереди, если не забуду, конечно. Так, Мэриам. Прибавку хочу. Свод. Вот это хочу. Пока что. Вот вызов. Пенсионер МНС Вершпаген сообщил о драке, возникшей между отцом маленькой девочкой и собачником, чей ротвейлер напугал ребенка. Пока мужчина выясняет отношения, собака сбежала на сторону аттракционов. Сам раз. Уилдерн и Брэнс. Новый, давайте езжай туда. Нифига, ты две речки имеешь и такой очков опыта тебя. Не изучишь ты у нас, да? Ты первый день на работе у нас? Работает 7 августа 7 дней. Нифига, ты как это понять? А, это, блин, фигу, значит, свинья. Азаки. Второй день, и нифига не работаю, не было. Нифига, что-то странно как-то. Сумки профита невредимы, молодцы. Так, у мэра что-то случилось. Перед зданием мэра собралась стихийная демонстрация, где человек 20 протестует против повышения тарифов на вызов мусора. Митингующие ведут себя спокойно, но требуют, чтобы к ним вышел кто-то из чиновников. Коди, Азаки, Йоргенсен и Айсона. И автозак езжать сюда. Разберитесь с этим делом. Вот еще вызов. Тифина Ли ходит по торговому центру, когда к ней подбежал парень в капюшоне и выхватывает ее дорогую сумку. Тифани вызывает полицию, никого не могу найти охрану, а он еще в здании, торопитесь. Ну давай, Брэнс, Вент и Кук. Кук вас затащит тоже, по идее. Отчет митингующих. Понял, все невредимые. Чиновники безопасности, да, надо то так вот назвать. На самом деле. Преступник пытается выйти из торгового центра, но охранник заблокирует двери, но он сбежит. Крикнуть «Держи вора!», бежать следом. Приказать парню остановиться. Преступник выбегает на каток, подскальзывается и попадает на лед. Из кармана у него вылетает нож. Пытаться успеть к ножу первым. Прицелиться в парня, используя перцовый баллончик. Ну да, хорошо, сразу же его уничтожаем прям на месте. Женщина поставила в парке палатку. Предлагаем всем желающим купить новую крайне выгодную валюту, которая в ближайшие недели подорожает на 10 раз. Злоумышленники уже собрали огромную очередь из желающих, которые начинают толкать и ругаться за место них. Янс, Чубака и дурак. Дурак ему. Езжай туда. Я думаю, втроем-то вы справитесь. Всех-то не обязательно туда возить. Нужно подкрепление. Так, Коди, Кук, Ясана, Улдрим. Ну, блин, вдвоем оставим для себя. На всякий случай, пускай двое останутся. Азаки и Йоргенсон.
Разница уж 5 единиц, ё-моё. Так, у Фрэнка Конроя вытянули бумажник прямо на остановке. Он быстро заметил пропажи и вместе со своими друзьями подняли шум. В воровстве обвиняют всех подряд. Обстановка накаляется, дело может дойти до драки. Давай, короче, езжайте вдвоем туда. Так, отчет фальшивый. Ты что, там толпа, что ли, была? Я не понимаю. Вот, деньги продать. Ну, даже ты умно, продать деньги, это мафия. Вот и все вернулись у меня. Так, в больницу пришел мужчина с огромной собакой, пес хоть и на поводке, ну, на наморднике, но рычит, на всех бросается. Медсестра категорически против такого посещения, так как животными в здании нельзя, но мужчина огрызается и ничего слушать не хочет. Давай, дурак, езжай. Сам тот для тебя, его. Дурак. Так, кража. Полностью все невредимы, гражданские молодцы. Хорошо сработали. Хорошо работают у нас работники. Вам. Так, около сотни человек собрались в парке протестов против строительства нового казино неподалеку от кладбища. Скорее, подъезжайте несколько пикапов, крепными парнями, которые без разговора полезли драться с демонстрантами. Коди, Янси, Чубака, Кук, Ясена, Бренс, Уэлдрим, спецназ, Автозак. Езжайте туда, разберитесь. Этим делом почти всех отправили. Так, отчет. Видишь, дурак, молодец, один справился. Время уже начинает поздно быть. Драка в своем разгаре, похоже, походу уже пошел холодное оружие. Окружить парк, вызвать спокойствие, побежать, применить, задержать как можно больше хулиганов, стрелять в воздух, чтобы утихомирить толпу. Вообще молодцы. Хорошо работаете мне. Так. К молодому диджею, вышедшему из магазина, пристал странный вида мужчина в черном красной мантии. Сначала он выбыл у нее из рук банку энергического напитка, приложил луч отпить людской крови, а затем стал угрожать, потребовал деньги за покровительство сил тьмы. Между ними развязалась ссора, в ходе которой диджей пострадал от укусов. Затем нападающий начал бросаться на других прохожих. Укусы пожилую женщину за плечо и напугал компанию подростков. Йоргенсен и Озаки. Что за Озаки? Он полукитаец, что ли? Я не понимаю. Вот отчет. Красной память, все невредимые. Хорошо заработали, молодцы, как всегда. Ну что, рабочий день заканчивается у нас, да? А давай 2 часа ночи и все. Тут уже вряд ли что-то будет. Закончил рабочий день. According to Mrs. Markham, I was supposed to spend all day thinking up the right words. But to my surprise, I did my best work when I shut my head off. I didn't even want to think why Laura decided we'd meet at 3 o'clock in the morning.
and in a restaurant we'd never gone to. I didn't know what to tell her, and something tells me she's no more ready for this meeting than I am. By nightfall, I finally stopped worrying. The right words would come when they were needed. And if they don't come at all, then so be it. I've heard said, when you're knocked out by a single blow, you don't have time to feel any pain. Well, that's a lie. It's painful as hell. Every day I spent in that coma, the pain was unbearable. А это что такое? Это же сколько я заработаю, что ли? Это же старая игрушка. Да ё-моё. 300 баксов заработаю. Все. Да ё-моё. Не повезло. Слишком рано стрельнул я. Пятьдесят шестой день уже, сентябрь Yeah, I heard 8. about that already. But what if they decide to spill it to the papers? We need to start thinking now about covering our asses. I know people who can deal with this, but they'll need at least a week. Plus, if we want to... Lieutenant Stat, I'm sorry to interrupt you, but I have Jack Boyd on the line. Who? Jack Boyd, sir. He's calling from the hospital. Gibson, I'll call you back. Don't do anything without my team. Jack, well, wow. I didn't know you were awake. Doctor said you could be in that coma for months, even years. How are you feeling? Tell me who's in control, Martin. I don't think I follow you. For God's sake, Martin, tell me it's you running the department and not some stooge from the mayor's office. Yes, Jack. I am performing the duties of the police chief, but the new man's coming on Saturday, Kevin Paulson. Kevin Paulson? Yes, it's the guy from I know who Kevin Paulson is. Now listen carefully, Martin. I'm coming back to work. I'm Freeburg's police chief, and it's gonna stay that way for another 4 months. Now you get on the phone and do whatever needs to be done. You run into any problems, threaten them with the media, court, or blackmail. But I don't think they'll give you any trouble. The mayor knows it's easier to just wait until the winter than deal with a scandal. Oh, and assemble a press conference. Listen, Jack, I know the truth is on your side, but you have to take into account... Martin, how long since you transferred to my department? Coming up on 5 years now. How many times in the last 5 years have you come to my birthday party? How many times have you come to the farm when I had the boys over? Never had the pleasure, but... Never. Because you couldn't care less. And I don't care for you either, Stat. It wasn't me who appointed you deputy, and you wouldn't have been my first choice. But if you do ever come over to my house, you won't miss the big hole in my backyard. Garbage pit. You know, for old rubbish. A smelly hole filled with rotten furniture and other crap. So, Stat, if I even for a moment doubt your devotion, you'll go straight into that pile of trash. Maybe you'll get to catch up with some old friends. You remember Kendrick, don't you? I'll schedule the press conference for tomorrow, all right, Jack? The day after tomorrow. Tomorrow I'm going shopping. Теперь у вас новая машина. Надеемся, она поможет вам
воплотить все ваши скрытые желания. Теперь у вас новая одежда. Надеемся, она заставит вас почувствовать себя моложе. Теперь у вас новая прическа. Надеемся, с такой роскошью вы с легкостью можете убедить всех, что вы король мужчина. Теперь у вас новое отношение к жизни. Отныне вы настоящий воин, который не станет считать с идиотами настоящими у него на пути. Вы самостоятельны и уверены в себе. Не хватает только одной мелочи. Модные солнечные очки. Они внесут финальный штрих в ваш новый образ. Образ непокоримого тигра. Офигеть. Доброе утро. Могу я вам чем-нибудь помочь? Спасибо, я сам сделал выбор. Спасибо, но я привык принимать решения без помощи посторонних. Спасибо, но я так знаю, что именно мне нужно. Я себе тут выбор. Зеленый возьмем. Купить. Все у вас новые модные солнечные очки. Пусть они преобразят вас не только внешне, но и внутренне. Что-то какие-то розовые. Нафиг эти розовые сдались. Конечно, можно было желтые взять. За 500 баксов купили и выкинули. Офигеть просто. Ну, открыть достижения. Wow, Jack, what's with the outfit? You planning on... The pit in the backyard, Martin. Always remember about the pit in the backyard. Don't talk to anyone before the press conference starts. I'll try to get you on stage quickly. Kevin Paulson is here. He wanted to... Jack! I hardly recognize you. That's quite an image for a man like you. An old dog with a new trick, right? We should see each other more often. How long has it been? Last time I saw you, I fired you, Kevin. Ha! You mean the day I resigned in protest over the corruption and lawlessness at your police department, right? Yeah, repeat that shit often enough, someday you might start believing it. You know, Jack, I'm glad that everything turned out so well. Unlike you, I've made good use of the past 7 years. My new construction company keeps getting jobs from the city, and we're doing really well. I have a new house, new hobbies, even a new wife. Maybe you've met her, Shelley Rogers. Oh, Shelley Rogers. So you really are in bed with the mayor. It's a dream come true. All my dreams have come true. Only one thing remains. To bring order to the Freeburg Police Department. You being serious, Kevin? I'm serious as ever, Jack. I'm the most serious man you know. It's not often you see the past and the future Freeburg police chiefs at the same press conference. I hope you have time to talk, Kevin. There's something we need to discuss. Jack, the reporters are waiting for you. My retirement plan somehow just got turned into a circus. Fortunately, I'm pretty good at swallowing swords and jumping through burning hoops. They all seem to like it. Доброе утро. И чем мы будем отвечать? Что-то слишком долго, конечно, эта серия будет. Мистер Бом, у вас новая прическа? Конечно. Я чувствую себя другим человеком, так что прическа должна быть и другая. Вы знаете, человек, напавший на вас, трудно сказать, мне нужно время. Нет, это будет совершенно незнакомый мне человек. Мэри еще надала окончание ответ на вопрос, вернетесь ли вы на свой пост. Думаете, Ронджерс примет решение на вашу пользу? Разумеется. Шеф полиции Фумберга, нравится ему или это нет. Вы считаете, происшедшее с вами как-то влияет на вас? Увидим. Что, все? Спасибо. Чинпоинт. 59 сентября 11.
Этому уже в следующей серии. Так уже серия на 40 минут просто продлилась. Давайте всем удачи, всем пока. Увидимся в других сериях, в других прохождениях. Всем пока.